Всем привет! С вами Matt the Cat, и сегодня мы проверим 5 безумных лайфхаков из ТикТока. Возможно, слегка полезно, а может и абсолютно бесполезно, как всегда. Коллега готов, и я готов. И чтобы поддержать наш канал, обязательно поставь лайк под этим видео и напиши комментарий, например, что Матюша милашка. И в нашу инсту не забудьте перейти и подписаться, мы там постим в сторис бусинку иногда даже. И погнали проверять. В первом лайфхаке нам показывают, как сделать искусственный снег из соды и пены. И на мой взгляд, это безумно полезный лайфхак, потому что я живу там, где снег очень редко появляется, и он очень на редкое время остается. И если этот лайфхак работает, я сделаю тонну искусственного снега и буду купаться в нем и лепить снеговиков прямо здесь. Ладно, иногда здесь бывают огромные сугробы, но в основном это грязь, поэтому искусственный снег нас спасет. Погнали! Чтобы сделать искусственный снег из пены для бритья и соды, нам понадобится пена для бритья и сода. Ну и погнали. Мешаем пену. Давай. О! Она льется с двух сторон. С безумной пеной разобрались, теперь сода. Обычная пищевая сода. И мешаем. Непонятно. Пока это просто похоже на слайм. Как мы определим, что это похоже на снег? Матюша безумно любит снег. Он любит снег из морозилки, любит снег с улицы. Поэтому, если это привлечет внимание Матюши, значит мы оценим этот лайфхак. Пока это похоже просто на мокрую соду. Но добавлять уже некуда больше. Получилось у нас вот это. Давайте оценим его снежность. Чтобы определить, насколько снег похож на снег, у нас есть 3 судьи. Матюша, первый судья, я второй судья и главный эксперт по снегу, Снежный. Все будет честно, голосование честное. Давай. Не нюхай третьему судье руку, пожалуйста. Для начала ваше мнение. Похоже ли это на снег? По ощущениям это как песок с пляжа. Сыпем. Мэтт. Привлекает? Фигня какая-то? Держи. Фигня, да? Частично похоже. По ощущениям, просто обычный песок. Вообще, это похоже на снег из Волгограда, который лежит вдоль трассы. Такой грязный песочный снег. Вот это он. Матюш, голосуй. Против. Снежный. По лицу можно все понять. Поэтому мой голос здесь не важен, но я все равно скажу, что отдаленно снег напоминает, но делать это специально еще раз и лепить из этого снеговиков и снежки я бы не стал. В общем, ставим этому лайфхаку и едем к следующему. И следующий лайфхак у нас довольно практичный. Это даже не лайфхак, а проверка видео, в котором показывают, что маленькой картошки в Макдональдсе столько же, сколько средней и сколько большой. Ну, то есть, что нас обманывают, нам утверждают. Давайте проверим. Мы купили картошку в Макдональдсе. Большая, средняя и маленькая. Мне очень интересно, правда это или нет. Матюш, любишь картошку? Не так, чтобы очень. Как будем проверять? Вот эти 2 картошки высыпем в тарелочки и попробуем пересыпать маленькую. А потом отдельно уже взвесим каждую из них. Большая серая тарелка. Все запомнили. Средняя розовая тарелка. Ну, вообще на глаз поменьше. И момент истины. Матюнь, ты готов? Маленькая в среднюю. Ну близко, конечно, но на глаз все равно ее чуть поменьше. Теперь ту же самую маленькую в большую. Она не заполнилась, она полупустая. Кажется, все это говорит нам о том, что это видео обман. Но для чистоты эксперимента мы все это взвесим. Время взвешивать! Сначала взвешиваем маленькую картошку. 62 грамма маленькой картошки. Розовая, средняя. Серьезно? 70 грамм всего лишь. То есть в средней картошке всего лишь на 10 грамм, на 8 грамм больше, чем в маленькой. 106 грамм. Итого, видео полнейшая ложь, потому что в каждой коробочке свое количество картошки.
Единственное, тут вопросик, конечно, к тому, что ее не особо много и не особо большое отличие по весу. Но это уже на совести Макдональдса, мы сейчас не обозреваем Макдональдс. Едем к следующему лайфхаку. Мэтти. Базилику. Любишь базилик? Матюш вообще падок на всякие травы. И пытается постоянно их сожрать прямо с подоконника. Кстати, я дома держу только растения, которые безопасны для котов. Это очень важно для здоровья котов. На. В следующем лайфхаке нам показывают, как из маленькой зефиринки сделать огромную зефиринку. Типа, если положить ее в микроволновку, то за минуту она станет, типа, вот из такой вот в такую. Давайте проверим. Кстати, о микроволновке. Вы же видели видео у нас на канале, где мы засовываем мыло в микроволновку? Оно получилось таким забавным. А микроволновку я не могу отмыть до сих пор. Она воняет мылом, и все, что туда не засунешь, тоже воняет мылом. Один шорс мне стоил микроволновки, поэтому мы пойдем купим новую, а эту отдадим пустоши. Но сейчас с помощью нее мы проверим этот лайфхак. Что касается лайфхака, то он очень даже полезный, если это правда. Даже если у вас вот такая одна маленькая зефиринка, микроволновка может сделать из нее огромное блюдо. Ну, я преувеличиваю, конечно, но огромную зефиринку, которую можно разделить уже на 4. Давайте попробуем. Маршмеллоу и тарелочка. Выбираем самую красивую. У меня не такие большие, как на видео, но чем рады, тем и живы. И ставим ее в микроволновку на минуту. Воняет ужасно. Воу, что происходит? Матюша, быстрее! В общем, видео она поставила на 10 секунд, а у меня пошла... А у меня прошла почти минута. Так, но это не то, что мы хотели добиться. А, запах мыла. Передержали микроволновки, поэтому пробуем еще раз. И теперь ставим на 10 секунд. Ровно посередине. Господин Лось, благословляй. 20. 30. Так, все. Быстрее, она... Ай-яй-яй, как горячо. Она сдувается. Вот это самое офигенное получилось. Она раза в 4, наверное, больше предыдущей. Ну, в смысле, оригинала. Протыкаться она не протыкается. Но еще бы чуть-чуть она превратилась в тряпочку. Поэтому это реально работает. Я считаю, это очень полезно. Потому что, как минимум, вот эта зефирка, даже с привкусом мыла, вкуснее, чем вот эта зефирка. Матюш, ты все пропустил? Вот тебе та, которая не увеличилась. А я тебе говорил, там интереснее. А ты такой, да я все вижу с матраса, все нормально. Вот так вот, а пропускаешь все самое интересное. Я считаю, что эта микроволновка отработала на славу. Поэтому просто сейчас пойдем и вернем ее пустоши. Видео нам показывает, как можно сделать офигенную руку из шоколада для украшения стола. Ты плавишь шоколад, охлаждаешь руку, льешь на нее шоколад, опять охлаждаешь, отлепляешь, и у тебя остается шоколадная рука. Довольно-таки жуткая шоколадная рука. На Хэллоуин пошла бы хорошо. Давайте попробуем, ведь у нас есть шоколад. Шоколад. И для начала нам нужно его расплавить. Поэтому закидываем в кастрюльку и топим на водяной бане. У нас же еще и полезное видео, поэтому мы научим вас топить шоколад. Берем кастрюльку, наливаем в нее кипяток и суем туда другую кастрюльку с шоколадом. Теперь надо мешать. Мы топим шоколад, мы топим шоколад. Весь наш шоколад растопился. Теперь у нас есть миска с холодной водой. Пожалуйста. Что это? И, конечно же, лед, чтобы охладить эту воду еще больше. Лед. Льду. Я же говорил, что у Матюши особые отношения со снегом. Давайте еще чуть-чуть. Не уверен, что так много надо, но фиг его знает. Охлаждаем руку. Мэть. О-о-о-о! Она прям холодная. Ну все, рука уже начинает отниматься, кстати. У-у-у. Поехали. Поехали. О, как тепло. После льда особенно. Я боялся, что шоколада не хватит, но рука вся покрылась шоколадом. Что может пойти не так?
Шоколадное обертывание. Главное пальцами не шевелить, чтобы это все не развалилось. Матюш, ты чё, попить решил? Зачем тебе фонтан за 4000? Покупная вода. Грязная вода со льдом, что может быть лучше? Пока это похоже на шоколадную руку, но это пока моя рука внутри. Теперь нужно чуть-чуть подождать, пока все это начнет застывать. На что-то мне не внушает это доверие, вся конструкция. По-моему, когда я начну все это вытаскивать, все просто развалится. Короче, напрягает меня видео то, что в нем нет конкретной инструкции. Когда я должен окунуть ее в ледяную воду? Погнали, окунаем. Сколько можно ждать? 1, 2, 3. Ощущения странные. Как будто у меня рука в перчатке в холодной воде. Это странно. Под водой вблизи все это выглядит омерзительно. Я думаю, вам не стоит этого видеть. Пока. Посмотрите, у меня шоколадная перчатка. Ничего не происходит. Попробуем сунуть руку в морозилку. Короче, пока я пытаюсь охладить свою руку, могу вам рассказать о содержимом морозилки. Пожалуйста. Здесь... Короче, это не вариант. Я не понимаю, когда это все должно застыть. В видео нам говорят: растопите шоколад. Растопили. Охладите руку в воде со льдом. Охладили. Облили руку. Охладите шоколад в холодной воде. Почему сейчас это выглядит вот так? И когда должно это начать работать? Я уже задолбался держать руку в этой холодной воде, но она не застывает. Поэтому я иду ва-банк. Я кидаю сюда остатки льда. Ну, то есть я предполагаю, что вода недостаточно холодная, возможно. И замороженную брокколи. Жертвую самым ценным. Если так не получится, я сделал все, что смог. О, холоднее стало. Ладно, последняя проба. Пожалуйста, вот что получилось. Это похоже на руку какого-то Вервольфа или Гримма из «Ходячих мертвецов». Либо это похоже на деда, который очень долго плавал в пруду. Слишком долго. Он даже здесь не застыл, вообще не застыл. Типа... Серьезно? Ну сколько ему надо застывать? Во-первых, я пожертвовал на это 4 плитки шоколада. Во-вторых, брокколи. Конечно, можно было для этого использовать какой-нибудь сухой лед или чем там поливают, розочки замораживают. Но это было бы... Я бы лишился руки просто. Зачем мне это надо? Ставлю крайне низкую оценку этому лайфхаку, потому что вроде должно быть красиво, а вроде ничего не объяснено, и я не знаю, я должен догадаться, что Альпингольд, например, не подходит для этого, я просто испоганил 4 пачки Альпингольда. А если бы сейчас гости должны были прийти? А я такой: здрасте, я готовил вам десерт красивый. И ничего не вышло. В общем, моем руки и идем к следующему лайфхаку. Напишите в комментарии, что я сделал не так. Мы учтем все ваши комментарии и в следующем выпуске попробуем еще раз. Мы не сдаемся. К следующему лайфхаку. Ну что, это кулинарный лайфхак. Здесь нам показывают, как можно забавно сварить яйцо. Давайте проверять. Базилику. Базиличный перерыв. Держи, на лапке оставлю вот здесь. Разбирайся с ним сам. Отделяем белки от желтков. Матюш, ты все еще хранишь базилик? Хранит. Для желтков у нас есть вот такой шот. Смазать его нужно маслом, чтобы все это вышло. Окей. А базилик остался, Матюш. Заливаем сюда желтки. Осторожненько опускаем его. Кастрюлька оказалась слишком неглубокая, поэтому используем нашу из-под шоколада. Перекидываем все сюда. Какая горячая. Матерь Божья, зачем я это делаю? Это одновременно кулинарные щипцы, а одновременно матюшачий массажер. Чтобы стопочка не лопнула, будем держать ее щипцами. Потому что если она останется стоять на дне, то она 100% лопнет. Ой-ой-ой, потому что там вся температура огня идет. Можно охлаждать. Блин, а тут даже ничего не вываливается. А я ведь с маслом все это смазал. Маслом. О, достал. По-моему, похоже. Теперь берем второй стакан и тоже смазываем его маслом. Смазываем, смазываем, смазываем. Внутрь кидаем наш прекрасный желток.
Опять-таки не особо понимаю, как ему стоять здесь ровно. Но спишем это на то, что я делаю это первый раз. Заливаем все это белком. Вот у чуваков четко описано. 3 желтка, 3 белка. Он будет чуть-чуть по диагонали, но не считаю, что это особо критично. И внутрь. И ждем, пока белок сварится. Или лопнет стакан. Но у меня уже большие сомнения по поводу этого лайфхака. В частности, по поводу его полезности. Яйцо вкрутую варится минут 10 край. Без моего участия. А это варится уже, я не знаю, минут 20? Сразу говорю, не делайте так. Стакан может лопнуть. И что-нибудь отлетит в глаз. Оно застыло. И даже не лопнул стаканчик. Офигеть вообще. И осталось самое простое. Это вытащить отсюда наше произведение искусства. Папам! Яичный слайм. Ну, что вам сказать? Получилась вот такая яишенка, получился белок, внутри желток. Но все работает, то есть лайфхак работает. Но зачем? Зачем? Я убил на вот это минут 40. Зачем? Сварите яйцо. Все. Это рабочий лайфхак, но настолько бесполезный, даже бесполезнее, чем искусственный снег. А Матюше нравится, как пахнет. Да, Носач? И вот мы проверили 5 лайфхаков, и теперь бонусный с Матюшей. Говорят, что есть чудесный способ заставить котика зевнуть. Ну, здесь на видео все показывается, что нужно сделать. И давайте попробуем. Показано, что нужно сделать вот так. 3. Так, может, это не та незевательная сторона, при том, что Матюша и так хочет спать. Давайте попробуем с другой стороны. Но он только облизывается. Делаем вывод, что не работает. На сегодня все лайфхаки мы проверили. Матюша уже хочет спать, зевать все равно не хочет. Поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поддержите это видео, поставив лайк, написав комментарий. Переходите в наш инстаграм, подписывайтесь. И еще раз спасибо, что смотрели. Пока. Буся. Буся, смотри. Смотри, Бусь. Смотри.